Приветствую, сегодня продолжим играть в Хогвартс Наследие. Так, я думаю, стоит сходить в город, скинуть снаряжение, которого у нас много и места уже не хватает. Да, достаточно. Вот я не знаю, оставлять эти необычные вещи или нет. Да, 19 из 20 у нас забито все. Забито чем? Шарфами. Так, ну что ж, давайте перенесемся в город. И куда-нибудь сюда. Коузи. Так, сундучок. Сразу на карте видим. А я вон там наверху где-то, окей. Угу. Ну что с этим можно сделать? Прикольно. Так бы в жизни. Так, давайте Каливандр разойдем. Здрасте. Ага, с вами больше никак не пообщаться, да? Окей. Кто-то с метлы упал. Так, зонка. Прикольно. Так, а здесь что? Ага. Мыло и жабьи икры. Любого, кто попытается помыться этим куском мыла, ждет сюрприз. При погружении в воду прямо из пены начнет вылупляться когорта извивающихся головастиков. Ну да, идешь в ванну, и там такое хлобысь. Так, еще один слышу. Наверху, судя по всему. Угу. Так. О. Зеленый газ. Это прикольно. Навозная бомба. Навозная бомба — излюбленное изобретение всех шутников, которое издает неприятный запах, заставляя всех, кто находится поблизости, спешно эвакуироваться. Еще что-то замыкает. Что это такое? Понятно. Что где дзынькает, непонятно. Так, ладно, нам продавец нужен. Любой продавец поблизости. Давай к одежнику сходим. К портному, то есть. Бегом.
Здесь можно пройти? Да. Конечно. Так, продаем. Вот так. Эти пока не знаю. Ну ладно, эти продам. Костюм пока оставлю. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Revelio. Оу. Тут есть важная штука. Так, то нам нужно поставить заклинание. Спи, спи. Ага, страшно. Так, какие? Что у нас тут есть? А что этот символ значит? Ага. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. Это символ продавца на карте, я понял. Так. Бабочка. Так, а где там была бабочка? Зеркало с бабочкой. Где-то с этой стороны. Ага, страничка. Так, 11 из 15. Так, здесь что у нас? I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle around here. Aye, aye. I know we're not supposed to go down there. Страницу вижу. Hogsmeade, here I come. Тринадцать из 15. Revelio. Круто. Еще сундук. Так, надо переставить. Lumos. Так, фонарь, пригорок и домик. Угу. Подозреваю, что домик этот. Вот фонарь, вот и искомая бабочка. Угу. 14 из 15. Так, что у нас еще тут? Все, пусто. Я ищу. Ай-яй. Так, давайте так. Да, я не то сделал.
Яйца пепламба. Ок. Кто есть пепламба? Нет, не тот сундук. Revelio. Так, там замки. Lumos. Lumos. Revelio. Эй, Lumos. так, в меню испытания доступны награды, которые вы еще не забрали. Так, внешний вид, снаряжение, пальто главного ученика и зонка. И пока все. Так, снаряжение, что нам пришло? О, ну эти получше будут. Этот получше. Так, парикмахер. Открываем звонок. Карта. Revelio. Accio. Revelio. Hello, and how would one like to be styled today? Извините, я вас тут поищу чуть-чуть. Ага. Чего забрать? Revelio. Непонятно где. Ну ладно. Hello. Oh, come in, come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit.
Looking for a change, are we? Да. Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What Так. services do you offer? What is it you might be Я думаю, interested пришло in? время чуть-чуть подтюнить нашего персонажа. Ну вот, как-то так. По-моему, очень неплохо. Мне нравится. А вам? You take care now, and I shall hope to see you soon. Кустик надо подстричь. Так. Опять Зень. Это у нас отмеченный, скорее всего. А нет, не отмеченный. Off on another adventure, are we? Never had much use for wizard kind, have they? Северный Хогсмит. Так. В вату мы еще не заходили. Сразу собираем. О. Ням-ням. Нельзя. О. Ух ты. Revelio. Летучие шипучки. Эти восхитительные сладости, содержащие, по слухам, жало веретениц, представляют собой маленькие шарики щербета, которые при употреблении в пищу поднимают вас в воздух на несколько дюймов. Так, что у нас тут еще есть? Revelio. Больше ничего. А и там сундук есть какой-то. На улице, судя по всему. А нет, не на улицу. За замком. Окей. Тут тоже замок. И тут мы уже были. Так, возвращаемся в Хогвартс. Так, карта Хогвартса. Так, нам нужно на занятие по травологии. Идем сюда. И попутно еще сделаем пару сайд-квестов. Обработка похибеля от канона от похибеля. Так, отметку сделать. Словно мотылек на пламя. Вот, давай ей поможем. Сметаем из пола книги. Угу. Начнем с этой. Вниз. There's something in there. I just know А, it. да, мы уже узнаем, что Hello. это. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Ну, конечно, мы Lumos, Do come знаем. and find me if you stumble. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby.
Let's get you back to your frame, little moth. Так это не бабочка, мотылёк. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Она наверх убежала. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Так. Я кое-что заметил. Incendio! Так, что у нас здесь? Ждем. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Да. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our Meat told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Да, что это за бичья мид? Why did our Meat tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. То есть, обожди, ты сделала заклинание, чтобы книги были как перышки легкие, то бишь перепутала, они стали как птицы, то бишь разлетелись. И у тебя дневник тоже там летает. То есть у тебя делать нечего, ты в дневник все пишешь. Так, а где их искать? Где-то здесь. А, вижу. Или не вижу. Revelio. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got Раз. it. Only 4 more to go. Ай, иди сюда. 2. Еще осталось. Revelio. Ага, вижу. Ишь, куда собралась? This 3. must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her.
Ага, дневничок. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в златоглаза, которых я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим. Думает, что ему нет равных в зельеварении, и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба, она даже начинает не нравиться, хотя мясной пирог все-таки вкуснее. Окей. Так, библиотеки. Книжки, где же вы? Наверху, может? Пойдем наверх. Осталось 2 найти. Ой-ой. Вижу. Где же ты, где? Так, еще одна осталась, вижу. И где же ты? Ага, там. That's the last book. Есть. Now to take them back to Cressida. Спрыгнуть можно? Нет, нельзя. Придется идти по долгому пути. А записку-то мы уже, да, прочитали. Так, на твои книжки. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Да-да. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my... Так, завершите задание взаимоотношением побочное. Ой, level up. Отлично. Так, куда мы двигались? Мы двигались на травологию. Куда нам? Вниз? Оу, красиво. Ух ты. Слышу дзынь. Во-первых, зажжем. Ага. Еще страничка. Дерево в теплице. Это гигантское дерево стоит в центре теплицы Хогвартса. Его система корней столь же глубока и запутана, как и подземелье самой школы. Да, в подземелье было бы неплохо сходить. Кто там орет? Господи. Так, начать задание. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. Да-да, у меня есть This твоя year will be filled табличка. with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb.
then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Корень мандрагора. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. То есть надо камни в уши Now, вставить. everyone, grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut out the soil. Могла раньше сказать. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Ты меня убить хотела. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Бадьян. Листья этого лекарственного растения применяются при изготовлении рябинового отвара. Семена бадьяна можно приобрести в магазине «Волшебная брюква», можно выращивать в горшке любого размера. Окей. Вы можете добавить удобрение к этому растению, чтобы повысить его урожайность. Вы можете создавать удобрение, наколдовав навозный компостер. Фига себе. Ну ладно, пусть растет. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. На, вон он. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Туда? Ага. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? О, Your мало. duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, wow. Thank you. Так, I nearly нет, put туда надо Sebastian in his place спуститься. myself. I mean, I would have, if Heck had helped. Here we are.
home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Так, и как это сделать? Таб. Держать надо. Китайская жующая капуста. Чудовищная жующая капуста. Если ее выпустить, начинает атаковать врагов поблизости. Семена жующей капусты можно привезти в магазины Тимофила и Поганки. Нужно выращивать в среднем или большом горшке. Так, и просто... Так, удерживайте тап и нажмите мышку, чтобы открыть круговое меню инструментов и назначить китайскую жующую капусту. Затем нажмите тап, чтобы использовать назначенные вами инструменты ведения боя. Ну давай. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Да, Mum planted some серьезно. in her garden last year to keep the gnomes out. А если я так Did сделаю? save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Не нападает. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Да. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Так, вернуться. Здесь есть что-то еще. Соберем. Сливы цепелины. Эти похожи на редиску оранжевого цвета фрукты, парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Ну да, они летают. Еще что-нибудь? Все, больше ничего нет. Так, нет, растения. Окей, идем. Нет, нам сюда. И обратно в класс. Revelio. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, занятие по травологии завершено. Хорошо. Так, 4 минуты. Так, девушка из Уаугаду. Занятие по зельеварению. Да, давай. Так, что у нас здесь? Скрещенные палочки раунд 3, тренировка комбинации 2. Задача профессора Гекат. Это какая-то задача. Я понял. Так, хорошо. Куда бы пойти? Давайте задачи по зельеварению. Так, куда нам нужно? Давай сюда. Make him look completely incompetent, which he is. Revelio.
Так, окей. Угу, вижу. Значок мракоборца профессора Шарпа. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно темная магия. Этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. О, Magical Police. Что это такое? Это просто стеклянная штука. Да, судя по всему, больше ничего не звенит. Окей, начинаем. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Прикольно. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the... My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Так, goblin а что rebellion. здесь? Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Да. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Давай.
I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Your potion should not be... Revelio. Так, у тебя тут мех дворняги есть. Яйца. Перо, еще что-нибудь. Записка. Сундук. Записка. Распоряжение 31 декабря 1875 года. Управитель Мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркерс. В последнее время возле магазина Горбин и Беркерс наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляет подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. Горбин и Беркерс. Надо проверить. Это есть в городе или нету? Так, давайте посмотрим быстренько карту Хогсмита. Площадь. Нет. Нет. 3 метлы. Зонка. Нет. Кабанья голова. Варианты свитки. Нет. Старый глупец, клюв холок. Это не тут, значит. Окей. Your potion station's organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Откуда ты знаешь, что мне варить надо? Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Так, Эдурус. Ждем, когда сварится. Что, за перчатки кинула, что ли? Зелье, которое усиливает защиту выпившего, покрывая его прочной каменистой кожей. Берем. Так, хорошо. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Dragon Tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Вот эти гриффиндорцы мерзкие. Всегда подставляют. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. No. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed.
Так, проверим снаряжение. Снова рукоятки для палочек. Ок. О, это неплохо. Пусть это будет. Так, инвентарь. Да, вот эту мы табличку не успели посмотреть. Это библиотекарша, то, что нашли. Но она возвращалась, поэтому пришлось бежать. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию. А Крисида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевные. В сравнении с этим проделки Пиза кажутся сущей безделицей. Может, у тебя что-то есть с Пизом? Так, куча растений. Окей. Коллекция. Так, ну давайте посмотрим коллекцию. По заданиям палочки. Угу. Так. Внешние виды можно применить в меню снаряжения, выбрав опцию «Изменить внешний вид». Варианты внешних видов в этом списке получены за особые достижения, такие как испытания или задания. Угу. А это то, что доп пришло, да? Угу. Так, места. А вот новенькие. Угу. Так, ингредиенты. Так, снаряжение, изменить внешний вид. Понятно, на F надо. В меню внешнего вида вы можете менять то, как выглядит принадлежащий вам предмет снаряжения. На выбор у вас имеется базовый вариант внешнего вида, который вы обнаружили во время своих приключений, а также уникальный, находящийся в меню коллекций. Угу. Так, можно без очков тогда. Изменить головные уборы. То есть надо нажать F. И вот тут они будут. Боже мой. Забавно. Пусть без будет. Так, наряд. Изменить внешний вид. Вот что у нас есть. Угу. Или в пижаме. Забавно. Так, ну пусть так будет. Мантия или плащи. Изменить внешний вид. Это что у нас есть? Неплохо. Неплохо. Тоже неплохо. Вот типичная школьная. Полупальтишка. Как зовется? Браконьера. Понятно. Дающийся школьный плащ.
Сумеречные, руническая мантия. Ну да, все такое. Мне понравилось с этим, как смотрится. Оно короткое достаточно. Пусть такое и останется. Так, шарфы. Шарф темных искусств. Ой. Нет, нет, нет. А этот неплохо сюда подходит. Как зовется? Шестеренками. И этот неплохо. Ну, пусть так будет. Ну что, неплохо вроде выглядит. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь. Дальше будет интересно.